Добрый день, господа. Если вы на Негритянский остров, захватите и меня с собой. В плохую погоду, наверное, к этому острову очень трудно причалить. Когда дует юго-западный, сюда и вовсе не причалить. Остров отрезает от суши на неделю, а то и больше. Меня зовут Ломбард, Филипп Ломбард. Можно капитан Ломбард. Вера Клейсон. Вы бывали в этих местах? Нет, никогда. Я даже еще не знакома со своей хозяйкой. Вашей хозяйкой? Да, я секретарь миссис Оуэн. Вот как, вам не кажется это странно? Странно? Нет. Просто секретарь миссис Оуэн внезапно заболел. Она телеграфировала в агентство с просьбой прислать ей кого-нибудь. Ей рекомендовали меня. А если вам вдруг не понравится? Ну и что? Это же место временное, только на каникулах. А постоянно я работаю в женской школе. Вообще, если говорить правду, ой, мне ужасно интересно посмотреть на этот негритянский остров. О нем столько писали в газетах. Сначала говорили, его какая-то американская кинозвезда купила. Потом этот миллионер Оуэн. Какие они, эти Оуэны? Расскажите, пожалуйста. Добрый вечер, господа. К сожалению, мистера Оуэна задержали дела. Он сможет прибыть только завтра. Оригинальное начало. Мне поручено выполнять все пожелания гостей. Не хотят ли гости пройти в свои комнаты? Обед будет подан ровно в 8. Это поздно.
В этом доме жучок. Да-да. Этого не может быть, мисс Брент. Все так говорят, а потом, а сделать ничего нельзя. Разрешите, я помогу вам? Извините, сэр, ваша комната наверху. Я сейчас провожу вас. Прошу. Я надеюсь, здесь есть все, что вам нужно. Я новый секретарь миссис Оуэн. Вы, наверное, уже знаете об этом. Нет, мне ничего не известно. Мы получили только список леди и джентльменов и распоряжение, кого куда поселить. А разве вам миссис Оуэн не говорила обо мне? Я еще не видела миссис Оуэн. Мы приехали сюда 2 дня назад. Я могу идти? Здесь негритят решили пообедать. Здесь негритят решили пообедать. Один вдруг поперхнулся, и их осталось 9. 9 негритят, поев, клевали носом. Поев, клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось 8. 8 негритят пошли гулять затем. Один не возвратился, и их осталось 7.
10 минут назад я жалел, что приехал сюда. Какие забавные фигурки. Да, очень забавные. Прошу вас. Сколько их? 10 вроде. Любопытные, Два, любопытные. три. Вероятно, тут есть какой-то смысл. Вот этот предводитель. А, так это же 10 негритят Да, из 10. детской считалки. Она висит над камином у меня в комнате. И у меня. И у меня. И у меня тоже. И у меня тоже. И в моей комнате тоже. Я думаю, просто хозяин впал в детство. Доктор, вы не знаете Констанс Калмингтон? Простите? Думаю, что не знаю. Это не имеет никакого значения. Весьма непрактичная женщина. И почерк невозможно разобрать. Я начинаю думать, что по ошибке я приехал не туда. Точно такая же мысль пришла и мне в голову. Миссис Оливер, повезло с кухаркой. Простите? Миссис Оливер, вы сказали? Да, Миссис Оуэн. никакой миссис Оуэн я не знаю. Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения. Доктор Армстронг, вы обвиняетесь в смерти Мэри Климс, последовавшей 14 марта 29 года. Эмили Брент, вы виновны в смерти Беатрис Тейлор 5 ноября 31 года. Уильям Блор, вы были причиной смерти Джеймса Лендера 10 октября 28 года. Вера Элизабет Клейсерн, 11 августа 35 года вы убили Сирила Хамильтона. Капитан Ломбард, вы в феврале 32 года обрекли на смерть 20 человек из восточноафриканского племени. Генерал МакАртур, вы намеренно послали на смерть любовника вашей жены Артура Ричмонда. Энтони Марстон, вы убили Джона и Люси Компс. Этель и Томас Роджерс, вы обрекли на смерть вашу хозяйку Дженнифер Брейди. Лоуренс Оргрейв, вы виновник смерти Эдуарда Ситона, последовавшей 10 июня 30 года. Обвиняемые, что вы можете сказать в свою защиту? Доктор! Доктор, быстрее! Ничего страшного. Обыкновенный обморок. Роджерс, воды. Помогите. Кладите ее сюда. Что со мной? Один глоток. Сейчас будет лучше. А какой отвратительный голос. Я могла слышать этот голос. Да что это такое? Кто разыгрывает такие скверные шутки? Ну, конечно, так оно и есть. Что?
Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам Выключите. предъявляются следующие Немедленно выключите. обвинения. Нервы, нервы. Сейчас, миссис Роджерс, будет лучше. Обыкновенный обморок. Это все из-за голоса. Такой ужасный голос. Мне казалось, что он читает приговор. Должен вам заявить, господа, что все это гнусная ложь. От начала и до конца. Какая глупая и злая шутка. Вы думаете, что это Да, шутка? но мы забываем одно обстоятельство. Кто мог завести эту чертовщину? Роджерс! Роджерс! Да, сэр? Кто завел граммофон и поставил пластинку? Вы, Роджерс? Я не знал, что это за пластинка, сэр. Богом клянусь, не знал. Охотно верю, но все же вам лучше объясниться. Я выполнял указания, сэр. Чьи указания? Мистера Оуэна. Я должен был завести граммофон после того, как подам гостям кофе. Странная история. Я знать не знал, что это за пластинка. Клянусь вам. На пластинке была наклейка, на наклейке название. Я думал, что это музыка какая-нибудь. На пластинке название? Так точно, сэр. Она называется «Лебединая песня». Это нелепо. Абсолютно, абсурдно нелепо. Вот так, ни с того ни с сего, опорочить честных людей. Кто бы он ни был, этот Оуэн... Нет, вот это как раз надо выяснить, кто он такой, этот Оуэн. Ну что ж, приступим к допросу. Роджерс, Да, сэр. кто такой мистер Оуэн? Владелец этого острова, сэр. Это нам известно, Роджерс. А что вы лично знаете об этом человеке? Ничего вам больше не могу сказать. Я его в глаза не видел, сэр. Никто его не видел. Да что же все это значит? Только то, что мы, я и моя жена, были наняты через агентство. Агентство Реджина прислало нам письмо. О, старая почтенная фирма. В нем нам сообщили, когда мы должны приехать сюда. Здесь все было приготовлено. Нам оставалось только пыль стереть. А вчера вечером я получил еще одно письмо от мистера Оуэна. Он пишет, что задерживается, что мы должны принять гостей как можно лучше. Как можно лучше. Ну и там были еще указания насчет Принять. обеда и пластинки. Письмо при вас? Да, сэр. Прошу. Отправленный за отель Риц. Отпечатано на машинке. Разрешите взглянуть? Печатная машинка Carnation. Совершенно новая, никаких дефектов. Бумага обыкновенная. Так. А.Н. Оуэн. И обратите внимание, какое жуткое имя у хозяина дома. Алан Норман Оуэн. Можно язык сломать. Если разобраться, то все это очень странно. Я получила письмо с неразборчивой подписью и почему-то решила, что оно от миссис Оливер, с которой я познакомилась 2 года назад на курорте. Она пригласила меня на этот островок, где якобы открыла пансион с хорошей кухней и без этих новомодных причуд, полуголой молодежи, граммофона до утра. Это письмо у вас, мисс Брент? Да, письмо у меня, я сейчас его принесу. Останьтесь. А вы, Марстон? Что? Я получил телеграмму от своего приятеля, барсука Беркли. Я был уверен, что он в Норвегии, но он почему-то попросил меня приехать сюда. Вот и все. А вы, генерал? Я получил письмо от этого А.Н. Оуэна. Он упоминал моих армейских друзей. Писал, что я могу с ними здесь встретиться. Письмо. К сожалению, я его не сохранил. Меня пригласили сюда в качестве врача. Из письма я понял, что муж беспокоится о своей жене. Хочет выяснить состояние здоровья, и при этом ее не беспокоит. Она отказывается идти к врачу. Нервы, видите ли. В письме был чек. Понятно. Прежде вы не были знакомы с этой семьей. Нет. В письме ссылались на одного из моих коллег. Для правдоподобия, конечно. Этот коллега, как я полагаю, в это время находился где-нибудь вне пределов досягаемости. Да. Сейчас я хочу выяснить одну небольшую деталь. Среди перечисленных имен
упоминалась фамилия некоего Уильяма Блора. Среди нас нет человека по фамилии Блор. Фамилия Дэвис не упоминалась. Что вы на это скажете, мистер Дэвис? Мистер Дэвис. А? А? Да. Пожалуй, дальше играть в прятки нечего. Я должен сознаться, моя фамилия вовсе не Дэвис. Значит, вы Уильям Блор. Так точно, сэр. То, что вы здесь под чужой фамилией, это полбеды, но вы еще и врали, каких мало. Только что в разговоре с мисс Клейсерн вы утверждали, что жили в Южной Африке, а именно в Натале. Готов присягнуть, что вы там никогда не были. Значит, это твои штучки, а? Вы ошиблись адресом, джентльмены. Вот мое удостоверение. Да, я бывший инспектор уголовного отдела Скотланд-Ярда. Сюда меня пригласили по делу. Кто? Он? В письмо был вложен щедрый чек. Я должен был представиться гостем и следить за вами. Ваши фамилии мне сообщили заранее. И вам объяснили, почему? Ну, конечно. Из-за драгоценностей миссис Оуэн. Черт бы я побрал. Милая компания, ничего не скажешь. И я, такой стрелянный воробей, мог попасться на Микине. По-моему, никакой миссис Оуэн вообще нет. Ваше заключение, мне кажется, вполне обосновано. Письма, полученные нами, подписаны А.Н. Оуэн. Н. Оуэн, значит, аноним, неизвестный. Но это же безумие. Конечно, безумие. Вы правы. Я нисколько не сомневаюсь, что на остров нас пригласил человек ненормальный, скорее всего, опасный маньяк. Человек, заманивший нас в эту ловушку, позаботился собрать сведения о каждом из нас и предъявил нам обвинение. Все это ложь. Это подло. Клевета, низкая клевета. Не делали мы этого. Меня неизвестный судья обвинил в смерти некоего Эдварда Ситона. Ему было предъявлено обвинение в убийстве престарелой женщины. Он произвел хорошее впечатление на присяжных. Кое-кто считал, что оправдательный приговор у Ситона в кармане. Но свидетельские показания были против него. На них я построил свое обвинительное заключение. Я сумел убедить присяжных вынести Ситону смертный приговор. Заверяю вас, моя совесть абсолютно чиста. Приговорив к смерти убийцу, я выполнил свой долг и только. Мистер Оргрейв, а вы никогда не встречались с Ситоном раньше? Я никогда я Ситона не встречал до процесса. Я хочу рассказать об этом мальчике. Я была его гувернанткой, мы жили на море. Ему запрещали далеко уплывать. Однажды я отвлеклась, и он уплыл. Я кинулась к нему, но было поздно. Это было ужасно, ужасно, ужасно. Но моей вины в этом нет. Меня исследователь абсолютно оправдал. И мать его была ко мне добра. Я не знаю, кому понадобилось. Это гадко. Успокойтесь, успокойтесь, милочка, мы вам верим. Все это ложь и клевета. Он просто ненормальный, этот тип. Его место в сумасшедшем доме. На подобные обвинения можно не обращать внимания, но я считаю своим долгом сказать, что в этой истории про молодого Ричмонда нет ни слова правды. У меня был офицер Ричмонд. Я послал его на задание. Его убили. На войне это случается сплошь и рядом. Но больше всего меня огорчает попытка опорочить мою жену, эту безупречную во всех отношениях женщину. Что касается этих туземцев, Да, что с туземцами? все это чистая правда. Я бросил их на произвол судьбы. Речь шла о жизни и смерти. И я с приятелем смылся, прихватив с собой боеприпасы. Позор. Вы, офицер, бросили ваших людей и обрекли их на смерть? Ну, поступок, скажем, не совсем достойный белого господина, но самосохранение есть первый долг человека.
К тому же, эти туземцы не так боятся умереть, как мы, европейцы. Боже. И вы оставили их умирать. Вот именно. Что вы на меня так смотрите? Я вообще ничего не понимаю. Я убил Джона Люси Комс. Ха, я убил. Абсурд. Бред. Я убил. О, ой. Правильно. Это, наверное, те двое ребятишек, которых я задавил недалеко от Кембриджа. Жутко не повезло. Кому не повезло? Вам или им? Это был просто несчастный случай. Кстати, меня на год лишили прав. Недопустимо ездить с такой скоростью. Такие люди, как вы, опасны для общества. Мы живем в век скорости. Простите. Вы ждете моих признаний? А мне нечего вам сказать? Нечего. Да, нечего. Вы оставляете за собой право на защитника? Я не нуждаюсь ни в каком защитнике. Я всегда действовала по велению своей совести. И мне не в чем себя упрекнуть. Ну, а вы что нам скажете в свое оправдание, мистер Блав? Я? Ваше имя было в списке. Вы имеете в виду дело Лендера? Как же, помню. Лендера осудили на основании ваших показаний. Его приговорили к пожизненному заключению. Он умер на каторге через год. Здоровье он был слабого. Лендер был преступник. Если не ошибаюсь, вы получили благодарность за умелое ведение дела. И даже повышение. Я только выполнял свой долг. Однако какая собралась компания? Все как один законопослушные и верные своему долгу граждане. За исключением меня, разумеется. Ну а вы, доктор, что скажете вы? Нашалили по врачебной части? Запрещенная операция? Не так ли? Признаюсь, я в полном замешательстве. Имя моей жертвы мне ни о чем не говорит. Как ее там звали? Клис Клоус? Я не помню пациентку с такой фамилией. Может быть, речь идет о какой-нибудь операции в госпитале? Да, часто бывает, что к нам обращаются слишком поздно, когда уже ничего сделать нельзя. Пациент, естественно, умирает, потом родные обвиняют хирурга. Попадал я в подобные ситуации. Если позволите, господа, я бы тоже хотел сказать несколько слов. Валяйте. Этот голос упоминал меня и миссис Роджерс. Мисс Брейди. Мы поступили служить к мисс Брейди, когда она уже была больна. А в ту ночь, когда у нее начался приступ, разыгралась настоящая буря. Телефон не работал, и мы не могли позвать доктора. Я пошел за ним пешком, но врач подоспел слишком поздно. Мы сделали все, чтобы ее спасти. Мы ее очень любили, это вам всякий скажет. А после ее смерти вы, конечно, получили маленькое наследство. Мисс Брейди оставила нам наследство в награду за верную службу. А, собственно, почему бы она не могла этого сделать? Хотел бы я знать. Ну что ж, расследование на этом
придется прекратить. Скажите, Роджерс, Да, сэр? кто-нибудь еще есть на этом острове, кроме вас и вашей жены? Здесь никого больше нет, сэр. Вы в этом уверены? Абсолютно. Надо отсюда уезжать сегодня же вечером. Прошу прощения, сэр, но на острове нет лодки. Что, ни одной? Вот именно. А как же вы общаетесь с берегом? Баркас, на котором вы прибыли, приходит сюда каждое утро. Он привозит хлеб, молоко, почту. Вот завтра утром и уеду. Да, вы правы. А я не могу уехать, не приняв боя. Все это смахивает на детективный роман. В этом надо разобраться. Незнакомец бросил нам вызов. Я готов его принять. Он мертв. Вы хотите сказать, что этот молодой человек поперхнулся и от этого умер? Вот. И в расцвете жизни нас подстерегает смерть. Яд? Да. Скорее всего, подсыпали какой-то цианид. Цианистый калий, он действует мгновенно. В бутылке ничего нет. Яд был только в стакане? Похоже на это. Что же, он сам себе подсыпал яду в стакан? Самоубийство? Не верю я в это, доктор. Не такой парень этот Марстон, чтобы покончить с собой подобным способом.
Мисс Вера, позвольте мне поплыть к той скале. Я вас очень прошу. Нет, нет, Сирил, я не могу вам этого разрешить. Пожалуйста. Это далеко. Мисс Вера, ну позвольте мне поплыть к той скале. Я люблю вас, Вера. Я не решаюсь просить вашей руки. У меня нет ни гроша. А ведь совсем недавно я считал себя богатым, пока не родился мальчик. Если бы родилась девочка, я бы унаследовал титул и состояние. Знаете, в жизни все вопрос удачи. Но Сирил – милый мальчик, и я к нему привязался. Десять негритят решили пообедать. Один вдруг поперхнулся. Что? Доктор. В чем дело? Доктор, беда с моей женой. Я не могу ее разбудить. Халат. Вот, пожалуйста. Увы, все кончено. Неужели она... Роджерс, она принимала что-нибудь перед сном? Что-нибудь от бессонницы? Вчера вечером она принимала только то, что вы ей дали. Доктор. Что с ним сегодня? Он забыл налить мне кофе. Вы должны быть снисходительны к обслуживанию. Роджерс готовил завтрак один.
Миссис Роджерс не смогла ему помочь. Она умерла сегодня ночью во сне. Так. Какой ужас. Вторая смерть на острове. У нее, наверное, не выдержало сердце. Ну да, сердце. Ну вот вопрос. Чем это вызвано? Совестью. Что вы хотите сказать? Вы же слышали? Ее вчера обвинили в том, что она вместе со своим мужем убила свою хозяйку. Вспомните, как она вчера себя вела. Она до смерти перепугалась и потеряла сознание. Преступление раскрыли, и она этого не перенесла. Это уже слишком, мисс Брент. Вы считаете, что Господь не может покарать грешника, а я считаю, что может. Дорогая мисс Брент, провидение предоставляет карать и наказывать злодеев нам, смертным. Представим на секунду, что Роджерс и его жена укокошили старушку. Что из этого следует? Они радовались, что удачно обтяпали дельцы и чувствовали себя в полной безопасности. Нет, И мне вдруг- кажется, миссис Роджерс никогда себя не чувствовала в полной безопасности. Может, оно и так. Но они были уверены, что им ничего не угрожает. И вдруг вчера этот загадочный тип выдает их тайну. У женщины сдают нервы. Вы видели, как муж хлопотал вчера вокруг нее? Но это не просто мужние заботы. Он чувствовал себя, как кошка на горящей крыше. Он до смерти боялся, что она проговорится, если дело начнут раскапывать. 10 шансов против одного, что она не выдержит. У нее не хватит сил отрицать и врать все до победного конца. Она будет ходячей опасностью для своего мужа. Вот в чем дело. И он подсыпает ей сильную дозу снотворного в ее чашку. На ночном столике не было никакой чашки. Естественно. Он первым же делом забрал чашку с блюдцем Я и не верю, тщательно вымыл я не их. верю, что человек может отравить собственную жену. Когда человеку грозит петля, сантименты не останавливают. Я не могу быть вам полезен, господа. К сожалению, у нас вышел весь хлеб. Лодка не пришла, и продукты не привезли. А когда обычно приходит моторка? От 7 до 8 утра, сэр. Огорчен кончиной вашей жены, Роджерс. Доктор только что сообщил нам эту печальную весть. Благодарю вас, сэр. Роджерс, примите мои соболезнования. Мы все скорбим. И мои тоже. Благодарю. Извините. Все это не случайно. Вот что я вам скажу, мистер Лобарт. Так задумано. Здесь все одно к одному. Вы думаете, лодка не придет? Не придет. И вы так думаете, генерал? Мы рассчитывали, что лодка увезет нас с острова. А на самом деле мы никуда отсюда не уедем. Это конец. Вы понимаете? Конец. Здесь царит покой. Полный покой. Бессмысленно что-либо предпринимать. Бессмысленно. Вот и спятила Рита. Похоже, мы все здесь в конце концов спятим. Что-то не похоже, чтобы вы спятили. Да, меня трудно свести с ума.
Не думаю, чтобы вам это угрожало, мистер Ломбард. Простите, сэр. Мне очень нужно переговорить с вами с глазу на глаз. В чем дело, приятель? Пожалуйста, в дом. М? Здесь дело нечисто. Или я сошел с ума. Перестаньте разговаривать загадками, Роджерс. Эти фигурки. Фарфоровые негритята. Их было 10. Их было ровно 10, клянусь богом. Ну, конечно, 10. Мы вчера их пересчитывали за В обедом. том-то и загвоздка. Вчера ночью, когда я убирался со стола, их было уже 9. Мне показалось это странным, только и всего. А сейчас взгляните. Их 8. Их всего 8. Скажите, мисс Брент, вы действительно верите в то, что сказали за завтраком? Что вы имеете в виду? Ну, неужели этот Роджерс и его супруга могли прикончить эту старушку? Меня это не касается. Мисс Брент, если это обвинение справедливо, значит... Вы же слышали, мистер Ломбард сам признался, что отправил на тот свет 20 человек. Ну, это были негры. Негры белые, какая разница? Они наши братья. Но вас, конечно, интересует мой случай. Пожалуйста. Вчера не могла об этом сказать, я не так воспитана, чтобы говорить на подобные темы в мужском обществе. Беатрис Тейлор была моя служанка, милая, услужливая. И вдруг я узнаю, что она, это 16-летнее создание, беременна, неизвестно от кого. Разумеется, мне пришлось ее выгнать. Ее родители, порядочные люди, не захотели покрывать ее грех. И что с ней случилось? Но когда все от нее отвернулись, она совершила грех еще более тяжкий. Она убила себя? Она утопилась. Что же вы почувствовали, когда узнали об этом? Вам не стало ее жалко? Вас не мучают угрызения совести? Мне абсолютно не в чем себя упрекнуть. Ее собственное бесстыдное поведение. Вот что ее заставило так поступить. Запомните, жизнь – это то, что вы из нее делаете. Но прошлое меня касается лишь настолько, насколько я этого хочу. Идите вперед, не оглядывайтесь. Я сегодня спросил Роджерса, чем болела его хозяйка. И знаете, его ответ на многое пролил свет. Я не буду вдаваться в медицинские тонкости. Но при некоторых сердечных заболеваниях применяется такой препарат – амилнитрит. Когда случается приступ, разбивается ампула и дают подышать больному. И если это вовремя не сделать, может наступить смерть. Огромный соблазн. Не надо доставать мышьяк, не надо подсыпать его. Просто полное бездействие, и нет человека. А если кто ее знает, все равно ничего не сможет доказать. Да, на свете еще много преступлений, не подвластных законам. Пример случай с Роджерсами. А старый Уоргрейв, он же совершил свое убийство строго в рамках законности. Всем было известно, что Ситон ни в чем не виноват. Кто не помнит этот процесс? Просто судья свел с ним счеты. Он убил Ситона, как если бы пырнул его ножом. Я могу продолжить пример, доктор? Я слушаю. Убийство на операционном столе безопасно и надежно, как в банке. Ну, хорошо, хорошо. Действительно, доля правды в этом обвинении есть. Я тогда оперировал с сильного похмелья. Знаете, руки дрожат, нервы Ладно, ни к черту. вернемся к нашим баранам. Как вы думаете, зачем нас собрали здесь? А вы как думаете, зачем? Если вы скажете, что Энтони Марстон, этот бык с железными нервами и полным отсутствием мозгов, покончил с собой только потому, что переехал 2 ребятишек, я расхохочусь вам в лицо. Энтони Марстон убит, это ясно. А миссис Роджерс? Ну, я бы поверил в ее естественную смерть, если бы не Энтони Марстон. 2 убитых. И
два негритенка исчезли? Этот Оуэн настоящий маньяк. И все-таки этот Оуэн не все предусмотрел. Обыскать остров ничего не стоит. Как обыскать остров? Расчет. Ну, вы хоть понимаете, что он очень опасен? Опасен буду я, когда доберусь до него. Как кошка. Да, этому парню я бы палец в рот не положил. Почему? Вот вы, доктор, случайно не прихватили с собой пистолет? Зачем? А мистер Ломбард захватил с собой эту игрушку. Она у него за поясом. Вот сила привычки. Люди, не расстающиеся с пистолетом, существуют только в приключенческих романах. Ах, это вы? Вам нравится смотреть на море? Нравится. Здесь хорошо ждать. Ждать? А чего вы ждете? Конца. И вы это знаете так же хорошо, как и я. Мы все ждем конца. Что вы хотите сказать? Никто из нас не покинет остров. Таков план мистера Оуэна. И вам это известно. Одного вы не можете понять. Какое это облегчение. Облегчение. Я любил Лесли. Очень любил. Если это ваша жена? Я любил ее и гордился ею. Вот почему я это сделал. Вы хотите сказать, то... Какой смысл отпираться, раз мы все скоро умрем? Да, я послал Ричмонда на смерть. Это было убийство. Тогда я ни о чем не жалел. Но потом... Что потом? Потом... Узнала Лесли или нет? Только она совсем отдалилась от меня. С тех пор стала чужим человеком. Потом она умерла. И я остался один. Вам тоже станет легче, когда вы почувствуете, что это конец. Я не понимаю. А я понимаю, дитя мое. Понимаю. Смотрим дом, а потом еще раз как следует остров. Только на этот раз вниз полезете вы. Шаги. Это спальня Роджерс? Там же покойница. Как же мы не догадались? Лучшего места, где можно было бы спрятаться и не найти. Прошу прощения, господа. Я
хотел перенести свои вещи. Вы не возражаете, если я займу одну из пустующих комнат для гостей? Самую маленькую? Конечно, конечно. Благодарю вас. Извините. Благодарю. Хотела бы все-таки знать, чем она отравилась. И давайте прекращать эти поиски. Интуиция подсказывает, что мы здесь все равно ничего не найдем. Доктор, вы ведь дали ей какой-то наркотик. Наркотик? Конечно, вы же сами сказали, что дали ей какое-то снотворное. Я дал ей незначительную дозу трианала, успокаивающее. Абсолютно безобидный препарат. Давайте говорить прямо. Может быть, вы дали ей слишком большую дозу? Что? Разве вы не могли ошибиться? Нет. Доктора не могут допускать подобных ошибок. Это была не первая ваша ошибка, если верить пластинке. Что толку оскорблять друг друга? Все мы в одной лодке и должны держаться заодно. Кстати, что вы можете сказать о вашем собственном деле, лжесвидетельстве? Оставьте меня в покое. Это гнусная клевета. Может быть, вы не прочь заткнуть мне рот, мистер Ломбард. Но есть вещи, о которых хотел бы узнать и я. И одна из них касается вас. Меня? Да, вас. Я хотел бы узнать, почему, отправляясь в гости, вы прихватили с собой пистолет? А знаете, вы не такой дурак, каким кажетесь. И все-таки как вы объясните этот пистолет? Пистолет я взял, потому что знал, что попаду в переделку. Вчера вечером вы ничего нам об этом не сказали. Значит, вы обманули нас. В известной мере, да. А ну-ка быстро, выкладывайте, в чем дело. Ко мне обратился некто по фамилии Моррис. Он сказал, что ему известна моя репутация человека, полезного в опасной переделке. Он предложил мне 100 геней с тем, чтобы я приехал сюда и держал ухо востро. Денег у меня не было, и я согласился. И все-таки вчера вечером вы нам ничего не сказали об этом. Почему? Откуда мне было знать, что вчера вечером не произошло именно то, из-за чего я сюда приехал? А сегодня вы изменили свое мнение? Да. Теперь я понимаю, что все мы в одной лодке. А 100 геней – это тот кусочек сыра, с помощью которого мистер Оуэн заманил меня в ловушку. Тихо. Это ловушка, теперь я знаю это точно. Тихо! Кто-то кричит. Господа! Сюда! Скорее! Господа! Господа! Генерал МакАртур! Что? Его убили? Он мертв. Извините, мисс, но я только хотел... Вы правы, Роджерс. Их всего 7.